Ветер сегодня с 4 до 10. Семинар по пристрелке охотничьего оружия на дальней дистанции состоялся 19-20 апреля в Республике Дагестан на стрельбище Аданак. Спасибо всем, кто посчитал нужным сюда приехать с разных краев нашей России. Мы для вас старались, наша команда судейская готовила для вас непростые испытания, и они все готовы. Программа будет для вас сюрпризом. Дистанции будут непростые, и, конечно, каждому из стрелков понадобится как минимум корректировщик. Всем удачи и метких выстрелов. 0,3 лево. Я 2 клика вниз сделал. Прям порывы пошли, порывы. 70 я сделал, больше нету. Эти дистанции пошли не так давно, потому что до этого 1000 это уже предел, на все соревнования бывал. Максимум 1100, 200 там. А сейчас это уже обычная дистанция. Пулюсная сила почти 10 метров. В работе семинара приняли участие 10 пар стрелков. Они выполнили 20 упражнений в сложнейших ветровых условиях, повысив тем самым навыки точного выстрела в условиях предгорья Северного Кавказа. Дистанция от 1060 до 1090 метров. Цель – это группа гонгов. Время на подготовку и на стрельбу 90 секунд. Дается 3 попытки. 1, 2. И работы 3-4, 3-6 между ними. Давай. Синхронно попасть при таком ветре, да, достаточно сложно. 1, 2. Вся цель. 1, 2, 3. Блин, мне надо почти вот эти. 3, 2, 1. Правый взял. На сколько? На 3. Ветер 14 метров в секунду, это такой предельный ветер. Тут уже к этому подходить надо очень серьезно. И вынос 0,3. Ветер стих, она влево. Задания семинара стали интересным профессиональным вызовом для владельцев охотничьих винтовок из Москвы, Дагестана, Чеченской Республики, Астрахани, Республики Саха-Якутия. Расположение гонгов здесь очень интересное. Понравился нам гонг, который расположен на скалистой местности между 2 больших камней. И очень интересно было в него стрелять, потому что там между камнями имелась своя расщелина. И некоторые попадания уходили в эту расщелину. Мы думали, что мы просто по ветровой кондиции не попадаем влево или вправо. Оказалось просто, что мы ниже гонга заходили в щели и не видели, куда летят пули. Количество выстрелов до 6 на пару. По стартовому сигналу поразить цель А, потом цель Б. Смена цели после поражения предыдущей или после 3 промахов. Цель. Переходи. 14. Наблюдаю. Цель. Расчетная была 6. На дальних таких дистанциях, да, у нас, естественно, король, так скажем, это 300 норма, да, то есть ребята любят 300 норму. Я работаю с 338 Лапуа Магнум, остаюсь пока в этом калибре, я и дальше буду с ним работать. Может быть, со временем я подойду к 300 норме, пока меня полностью устраивает Лапуашка 338. А так, да, 300 норма. Но это качественный, отличный спортивный калибр. По сборке патрона проблем не возникает, мы примерно знаем. Здесь больше касаемо оборудования, которое нужно брать с собой, а это сошки высокие, потому что стреляем вверх, и гонги расположены наверху, на горе, и с маленькими сошками здесь бы, конечно, не удалось пострелять. Это мой 2-й полигон после Кабардино-Балкарии. Там были совершенно другие кондиции, другой ветер. Здесь по-другому все дует и очень интересно. Это очень большой опыт, скажу так, который мы в московском регионе не получаем. Порывы ветра до 18 метров в секунду заставляли стрелков максимально внимательно высчитывать поправки с учетом быстро меняющихся погодных кондиций. А разные азимуты стрельбы и углы места целей предъявляли высокие требования к опыту и навыкам и слаженности групп стрелков-корректировщиков.
Есть попадание! Блин! Наконец-то полностью исполнили упражнение. Желаю всем таких же выстрелов. Когда уже стреляешь на площадке, которая как мать родная, то понятно, да, там уже можно значительно не закрытыми глазами выходить на рубеж. Здесь для меня непосредственно это новая территория. И, конечно же, да, новая площадка, она дает, особенно горная, она дает определенный опыт и колоссальный опыт прежде. Попадание. Переход. 13. Опыт бесценный, который дает возможность расширить свои представления о степени своей подготовки к таким погодным кондициям. В основном, конечно, ветровые. Кондиций не было, ветер чуть перестал дуть, и вправо пошло все в камень. А по вертикали мы нормально посчитали. Метров 5, да. Он падает. Дистанция около 1490 метров. Цель – гонг 50 сантиметров, номер 7. Стрелок стоит спиной к винтовке, боеприпасы, патроны в руках, руки за голову. Корректировщик стоит рядом, по звуковому сигналу занять позицию и поразить цель один раз. Все в цели. Цель! Нет? Цель, цель! Стрел обязательно, он должен быть. И он должен быть на разных площадках, с разными условиями, с разным ветром и так далее. То есть, когда вот такой сильный ветер, это наоборот одно удовольствие. Мы не встречали, вот сколько я по разным там площадкам нашим ездил, такого ветра я не встречал ни разу. В горах стрелять это по-другому, это не так, как на равнине и где там в других регионах. Я не видел человека, который здесь был, и ему не понравилось здесь. Есть! Молодец! 1,5 километра, это просто супер. С первого раза попасть, вычислить такой сложный ветер. Полигон Аденак, по мнению многих участников семинара, является перспективным местом проведения мероприятий с дальними и сверхдальними дистанциями, широким азимутом стрельбы. Полигон в Дагестане, конечно, открытие не только сезона, не только года, а в целом. То есть со своим ландшафтом и ветровыми кондициями, которые, на равнинной части у нас такой опыт получить сложно. 70 я сделал, больше нету. Работай. Работай. Не спеша. Красиво. Давай. 1600 метров. Цель — это гонг мишень номер 7 размером 50 сантиметров на 1 метр. Количество выстрелов до 3 на каждого участника пары. Положение для стрельбы лежа, стартовая позиция лежа. Блин, мне надо что это. Нереально попасть, потому что стоит мишень прямо на пригорке, и за ней ничего нет. У меня не хватило даже в правую сторону 6 мрадов. Упражнение может быть даже не такое, может и сложное было бы, но в таких погодных условиях это просто на удачу. Практически предельная дистанция для данного соревнования. Сильный очень ветер. Охотник из Астрахани Владимир Давыдов сумел выполнить условия престижной номинации ФСДД «Снайпинг ЛР-1600 метров». Настроился предварительно на дистанцию, то есть ввел поправки, ветровые кондиции. Поправка первая была около 6 миль вправо. Так как гонг висел в воздухе, то есть было сложно определить первое попадание. Первым был промах, потом второй выстрел вынес еще 3 мили, 0,3. Промах. Третьим выстрелом он поразил стандартную мишень номер 7 и пополнил таблицу результатов номинации, которая сейчас насчитывает 22 человека. Предполагал, что ветер наверху будет намного сильнее, чем внизу. Вынес почти на миль, еще добавил. В итоге, то есть от первого начального выстрела до третьего выстрела, то есть получилась разница в 1 миль. То есть это 10 кликов еще добавил.
выводы сделали в первую очередь, что мало опыта стрелять в такой ветровой кондиции, что хочется, конечно, все больше и больше получать такого опыта именно и в горной местности, ну и где-то на других полигонах. У нас по полностью выигрышах номинация, да? Лонгрейндж 1600, Владимир Давыдов. Награда «Снайпинг ЛР 1600 метров» была учреждена в 2023 году и является формой поощрения, побуждающей участников мероприятий ФСДД совершенствовать свое стрелковое мастерство.